Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня я хотел узнать ваше мнение и сделать такое небольшое объявление. Значит, о чем пойдет речь? Вы, наверное, заметили, что иногда я люблю что-то изобретать, что-то мастерить, что-то делать своими руками. И вот за это время у меня скопилось немало таких видео. Да? Ну, видео 7-8, наверное, накопилось точно. В те дни, когда я не выпускаю кулинарные свои видео с готовкой, я хочу определить один день в неделю, например, и выпускать видео такого технического характера. Вот такая у меня сегодня идея, друзья. Если одобряете, прямо сегодня первое видео я и выпущу. Спасибо большое за внимание. Ну как вам, друзья? Это мой новый походный раскладной мангал собственной конструкции. Друзья, но основная цель вот этой демонстрации сегодняшней, я опять говорю, это не сам этот мангал, а то, чтобы на примере этого мангала мы с вами поговорили об одной очень важной величине, про которую мы часто забываем, вернее, о важности, которую мы часто забываем, а некоторые вообще не считают эту величину важной. Речь идет об общей высоте мангала, друзья. Да, о высоте борта, о ширине мангала, о его длине, то есть о глубине. Обо всем этом мы с вами подробно уже говорили в предыдущих двух видео. Это видео я хотел посвятить вот одной только вот этой величине, высоте мангала, и поговорить о ее важности для нас. Значит, мы всегда друг с другом иногда даже все жарко спорим, говорим, что вот высота, я, например, говорю, что высота, утверждаю, любительского мангала должна быть 12 сантиметров. Ширина у меня 45, 44 здесь. Ну и длина уже кому как, кто сколько успеет, как говорится, кто как успевает следить за мясом, за шашлыком. То есть мы все думаем о том, как бы хорошо приготовить шашлык, как бы сделать так, чтобы шашлык не сгорел, не пересушить. То есть думаем о том, как бы нам шашлык не испортить. Но мы никогда не говорим о том, что нужно сделать, чтобы не испортить самого шашлычника, друзья. То есть речь идет о нашем с вами удобстве. Вот эта высота, я считаю, она очень в этом плане очень важна. Особенно если шашлыка вы делаете много, у вас много гостей, и перед мангалом вам придется стоять не один час. То есть начиная с розжига и кончая последним шампуром с мясом или с чем бы то ни было, который вы снимете. Иногда это занимает час, полтора и даже два. Так что стоим мы перед мангалом, я имею в виду мужчины, шашлычники, не так мало. Из-за этого нужно об этом всегда думать, друзья, чтобы нам это было делать удобно. Чтобы мы от этого приятного процесса получали только наслаждение. Чтобы мы себя не утруждали чересчур сильно. Значит, высота. Друзья, как я пришел к этому? Я не смотрел ни в интернете, нигде. Я просто понял, как мне будет удобно. Значит, эта высота, эта величина подбирается индивидуально. То есть зависит от роста человека. Вот при моем росте 1,78 м я просто посмотрел, насколько мне будет удобно стоять перед мангалом и при этом не сгибать спину, не наклоняться. Друзья, я вот так стою прямо, спокойно, спина у меня прямая, то есть никакого
То есть никакой особой нагрузки на спину в этом случае нет. И вот так, опустив руки вниз, я смотрю вот в естественном положении, руки мои находятся на какой высоте. И отметив это где-то там на стене или что, вот эту высоту, я просто отмерил, и получилось, что эта высота равна для меня, опять-таки индивидуально, повторюсь, равна, вот как здесь, посмотрите, друзья, 86 сантиметрам. То есть вот здесь у меня 86 сантиметров. Да, конечно, здесь плюс-минус есть, да, может там это не настолько прям точная величина должна быть. Там плюс-минус 2 сантиметра, я думаю, особо проблем не будет. Но уже ниже, на 5, на 6 сантиметров или выше, это уже, поверьте, будет доставлять шашлычнику, человеку, тому, кто стоит у мангала, определенные неудобства. А теперь посмотрите, как, разложив шампура, ну так примерно, как мы это обычно делаем. И вот смотрите, я стою прямо, не наклоняюсь, не нагибаюсь, и вот как у меня рука доходит до шампура. Абсолютно удобно, абсолютно. Выше смысла нет, и уже руки приходится сгибать в локтях. Ниже приходится наклоняться. А вот оптимально. Я вот так могу часами стоять. Часа 2 точно продержусь. Стоишь спокойно, спина не устает, руки не устают. Отлично. Вот так, друзья. Я надеюсь, эта информация для кого-то была полезной. Да, некоторые, наверное, люди могут сказать, что об этой мелочи, что это стоило снимать видео. Ну, поверьте мне, что вот именно вот эта мелочь, она очень важная. То есть это наше здоровье, это наше настроение и так далее. То есть вот эта общая высота мангала, как я считаю, она весьма и весьма важна. И затрачивая свое время и деньги, друзья, не забудьте подумать вот об этой вот высоте. Это очень важно для нас же самих. Спасибо большое, что уделили мне внимание. До новых встреч на нашем канале. До свидания.